Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же тайная поклонница у вас появилась? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ребят, кто хочет записаться на личные расклады, либо же сделать диагностику на наличие негатива, а также психологические консультации, пишите. Телефон есть в описании к видео и в комментариях. Итак, ситуация, это, знаете, вот если коротко, если одним словом сказать, можно просто трэш. В вашей жизни, знаете, такое ощущение, что давно поселилась грусть, печаль и тоска. В вашей жизни, в вашем сердце, в ваших мыслях слишком много знаете, черной полосы. Черная полоса как будто вообще не заканчивается. Помимо того, что вы очень впечатлительный человек и даже по пустякам вы порой переживаете, как-то эти пустяки один за другим, как снежный ком. Я вам скажу, что здесь может проигрываться еще, мистический след, да? Это может быть, такой привет из прошлого от вашей ненаглядной. Это касается особенно тех, у кого пошла жизнь, под откос, да, эта черная полоса пошла именно после вашего расставания. Потому что у вас измена однозначно, предательство проигрывается в вашей жизни. И те, у кого особенно, я делаю акцент, у кого начались какие-то проблемы после расставания, обратите внимание именно на этот момент. Это не сиюминутно случилось, это не так, что неделю назад, допустим, у вас там какие-то неприятности. Это реально такие события одно за другим тянет. Это и плохое самочувствие, это и проблемы с работой, это и проблемы по здоровью с женщинами. То есть, опять же, у каждого будет по-своему проигрываться. Кажется, что этим проблемам и черной полосе просто нет конца краю. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вы человек, знаете, вы настолько человек по жизни отдающий. От этого вы в большинстве случаев и страдаете. Слишком щедрый, слишком такой искренний, правдивый. Сейчас, к сожалению, такие люди, не то чтобы не ценятся. Хотя да, не ценятся тоже сюда, в принципе, можно сказать. Это ваша доброта, ваша искренность, она вам порой мешает по жизни. Хотя, казалось бы, да, парадокс. Парадокс, что это отлично, когда человек такой, да. Но не теперь, не в этом современном мире, к сожалению. У вас очень много, знаете, обид не только на женщин. В вашей жизни были такие ситуации. Опять же, поскольку это общий расклад, то под себя переворачивайте, да, у кого-то это были очень неприятные, трагические такие ситуации с близкими, да, это могут быть родители, это там братья, сестры, это могут быть друзья, это может быть по работе, опять же, это могут быть и предательства, какие-то подставы. То есть все, что можно к негативу как бы подтасовать, да, все сюда как-то как-то не складывается у вас, да, вроде бы все при вас, да, и человек хороший, человек надежный, негатива просто зашкаливает. Негатив, я думаю, вы даже сами порой диву даетесь, почему, за что, да, за что это все, за что эти все испытания. Здесь и финансовые моменты могут проигрываться, потому что и финансовые проблемы. Либо же у кого-то сейчас, либо это были. Причем эти проблемы, которые вы реально очень сильно переживаете, потому что не знаете, как, в каком направлении двигаться дальше. Здесь даже может быть у кого-то из вас такой депрессничок. Здесь может быть, пусть даже не депрессия, здесь может быть просто, знаете, потеря смысла жизни. Такой тупик, своего рода тупик, когда вы не знаете, как жить дальше, что делать дальше. Про женщин, здесь абсолютно речи не идет, от слова совсем.
Вот эти проблемы, которые, особенно вот последние, может быть, месяцы, годы, да, которые у вас накапливаются, они абсолютно отбили охоту от какого-либо общения с женщинами. Но я сейчас говорю именно о серьезных отношениях, потому что, да, какое-то вот легкое общение, там флирт, вот, ну, чисто такое, знаете, по-дружески. Это, конечно, присутствует, но не более того. Голова занята совсем другим, голова занята решением каких-то проблем, да, у каждого по-своему проиграется. Кто-то по здоровью решает свои проблемы, кто-то ищет работу, либо же еще какие-то вот направления, может быть, хотите поменять работу, может быть, уехать на заработки, опять же, у каждого по-своему проиграется. Но здесь абсолютно, абсолютно не до женщин. Вот, знаете, такое ощущение, что ваш мир остановился. Вот как будто в подвешенном состоянии все позитивные эмоции. Я вам скажу, что вы очень редко стали улыбаться. Вот если раньше вы были такой более весельчак, такой более общительный, да, более компанейский, сейчас этого я абсолютно не могу о вас сказать. Сейчас вы больше стали, ну, таким больше домоседом, да. Вас друзья могут вытягивать, там, выпрашивать, пошли посидим, либо же там на рыбалку, на охоту. Ну, как-то не хочется. Нет настроения, нет стимула, да, нет даже каких-то вот жизненных сил. Может проиграться, смотрите, ребят, у некоторых из вас, опять же, у кого, конечно, это могут быть такие магические отголоски, на ком есть реально негатив, может быть такое состояние, что как будто из вас вытянули все жизненные силы, какая-то повышенная слабость, такая апатия. Это, знаете, вот бывает состояние, когда вы утром просыпаетесь, вроде бы ты только проснулся, да, отдохнул, а ты понимаешь, что у тебя особо сил-то нет. Напишите, есть у кого-то такое ощущение или нет. Ну вот даже на дне колоды у нас карта повешенного, да. Вот ваша жизнь какой-то период, ну либо же сейчас, либо это было в прошлом, помним про общий расклад, была как будто вот в подвешенном состоянии, без стимула, без позитивных эмоций. Вот вы даже соскучились за каким-то адреналином в своей жизни. Вот хоть вам и грустно, ну как бы, ну голова-то работает, да, ну все же в своем уме с этим, слава богу, все нормально. Вам очень не хватает тех позитивных эмоций, которые так важны и нужны всем людям. Вы разучились улыбаться, как я уже говорила, да, вы разучились испытывать вообще какие-то позитивные эмоции. Они у вас были так давно и так редко. Здесь проигрывается момент, когда, знаете, здесь нет абсолютно уверенности в том, что когда-нибудь будет эта белая полоса. Вот как будто вы погрязли в болоте. Настолько, знаете, вот какое-то у меня даже, я вот смотрю на этот расклад, и какое-то смятение чувств, ну, давненько не было такого, я даже не знаю, я не помню, чтобы такой вот, ну, совсем уж негативный такой вот расклад, сигнификация такая негативная была. Но это трэш просто, ребят. Давайте-ка будем все-таки разбираться с вашей личной жизнью. Может быть, посмотрим, может быть, там будет свет в конце тоннеля, потому что, ну, елки-палки, ну, честно, ну, как-то нужно брать себя в руки, да, вы все-таки сильный, да, вы постоянно выпадаете императором. Император, ну, не может надолго раскисать. Понятно, что легко говорить, а тяжело сделать, но все-таки пытайтесь себя вытаскивать, да, вот сначала это будет тяжело, сначала это будет, ну, как бы себя за шкирку тянуть, как говорят, да, вот хотя бы какие-то маленькие цели ставьте перед собой и достигайте их, ну, какую-то чепуху, да, вот сегодня я пойду туда-то, ну, к примеру, да, вот я утрирую, к примеру, вот сегодня я пойду прогуляюсь в парке, да, хочется, не хочется, вы идете, вы себя вытаскиваете. Завтра я еще что-то делаю, ставьте маленькие цели, начинайте жить полноценно. Хочется, не хочется, заставляйте, ребят. Если у кого, ну совсем уж вы понимаете, что вы не справитесь в одиночку, ну тогда обращайтесь к специалистам. Ну, слава богу, сейчас очень много специалистов, которые реально могут вам помочь. Потому что вы просто погрязнете в этой депрессии, в этом негативе, вы погрязнете в этом болоте, которое вы отчасти сами себе создали, потому что ничего не делали какой-то период, да?
Поэтому я очень вас прошу, могут быть последствия с бедствиями. Здесь уже начнет тогда, если ничего не делать, просто и психика начнет страдать. И тогда уже реально без серьезных лекарств и без психиатров просто не обойдешься. Итак, смотрим, что же за женщина пришла к нам сегодня на расклад. Да, хоть даже как-то, знаете, я вообще в шоке. Ну, просто до мурашек. Вот у нас тема расклада, да, тайная поклонница, а я вижу, что вот по раскладу, ну, ни о каких женщинах вообще речи даже нет. Даже мысли как-то о женщинах нет. Опять же, я повторяю, у кого-то сейчас проиграется такая ситуация, у кого-то проиграется, что вы проживали, уже прожили этот период. Потому что общий расклад не может быть полностью под всех, да, вот под одну гребенку. Это уже на личном раскладе мы можем посмотреть более подробно, да, что, как и к чему происходит. Даже если у кого из вас, ну, слава богу, прошел такой период, то, знаете, это, конечно, вы супер молодцы, если вы это пережили и достойно вышли с такого состояния, потому что здесь реально могла крыша просто уехать. Поэтому я вас поздравляю, если кто прошел этот период, и сейчас уже вы так бодрячок более-менее взяли себя в руки. Итак, давайте посмотрим все-таки, какая же поклонница, какая женщина пришла к нам сегодня на расклад. Эта женщина, знаете, вот она такая довольно интересная, она среднего возраста, она, ну, неплохо выглядит, она ухоженная, симпатичная, стройная. Эта женщина, когда-то она довольно неплохо жила, и финансово, и был у нее мужчина, ну, скорее всего, она в браке, даже в законном браке была, ну, либо же в гражданском. Но она настолько, вот, знаете, разочаровалась в мужчинах, что на какой-то период она для себя решила, что вообще не хочу никого и ничего. Конечно же, отшельницей какой-то она не стала, да, она отмечает про себя, да, вот мужчин, там даже внешне, там симпатичные, там еще какие-то, да. Ну, то есть она никаких романов после брака не заводила. Это женщина, которая, в общем-то, является такой самодостаточной, она довольно неплохо зарабатывает. Она, в принципе, даже привыкла к красивой жизни. Это идет еще из, ну, возможно, из брака ее даже идет. Она не сейчас стала такой обеспеченной. Это пошло от мужа ее. Возможно, там, я не знаю, разделили они наследство и так далее, имущество поделили. Плюс она сейчас неплохо стоит на ногах. Но, как я сказала, вот с мужчинами она как-то вот на расстоянии больше. Вот на дне колоды, да, вот обман был в ее жизни, обман, который она больше не хочет иметь в своей жизни, она не хочет повторения обмана. Она живет исключительно для себя, хотя порой ей бывает достаточно вот одиноко, достаточно плохо, но у нее есть некий страх. Страх вот перед серьезными отношениями, она вот именно боится, что ее снова обманут, ее предадут, ей сделают больно. Казалось бы, да, но это такая обыденная штука, что обычно вот любой человек, хоть мужчины, хоть женщины, которые переживают предательство, вранье, да, вот в своей жизни, они, конечно же, будут очень так настороженно относиться к противоположному полу. Но здесь она осознанно решила, что все, я буду жить для себя. Не хочу никаких даже романов, не хочу никаких отношений. Хотя она, я вам скажу, она выглядит довольно-таки неплохо, довольно такой стильной, ухоженной. Она нравится мужчинам. Но вот, знаете, она как будто вот поставила крест. Вот крест вообще и на семейной жизни, на мужчинах, да? Но в чем же, давайте разбираться, в чем же фишка, да? Почему же она тогда вас заметила, да? Это такая ваша маленькая или большая поклонница, да? Вот запала, назовем это так. Смотрите, вот она как-то на мужчин, ну, как я уже сказала, не обращает внимания, да? Вы ей понравились, знаете, чем? Вот как-то вы пересекались, то ли вы помогли ей. Вот опять же, ребят, акцентирую на том внимание, что у всех проиграется по-разному.
то ли вы ей что-то помогли, да, ну, вплоть до того, что сумку там, я не знаю, может быть, помогли поднести, может быть, еще там что-то, может быть, она спросила там, как пройти на такую-то улицу, еще что-то, но опять же, это проиграется по-разному. Какая-то была помощь. И вот знаете, она на вас посмотрела и как будто вот энергетически вас считала. Вот казалось бы, да, мистика, да, наивность какая-то. Но вот это та ситуация, когда вот ёкает. Вы сами прекрасно понимаете, что можно месяцами, годами ходить, да, вот видеть вокруг много женщин, красивых женщин. Ну, ты смотришь на них и не ёкает, да, ну, как бы сердцу не прикажешь. Вот это из той ситуации. Вот вы чем-то ей помогли, либо же подсказали, да, это был такой, знаете, вот какой-то мимолетный контакт, хотя даже контактом это не назовешь, это такое, парой слов, парой фраз, может быть, перекинулись. И вот у нее ёкнуло, вот она у вас увидела, это и внешность, это может быть, знаете, это та самая ситуация, как я уже рассказывала много раз, что женщины считывают мужскую энергетику, сильную мужскую энергетику. Вот она вас прочувствовала, она вас почувствовала. Но опять же, она не из тех, кто будет бросаться, она не из тех, кто будет бегать за мужчинами. Плюс она себе как бы дала слово, да, что все, никаких мужчин. И что же дальше? Давайте разбираться. Будем смотреть, как же вы все-таки общаетесь, не общаетесь. Вот слово-то она себе дала, но вот после знакомства, ну это даже знакомством особо и не назовешь, после общения такого маленького с вами, вот почему-то она все больше начала задумываться все-таки о серьезных отношениях. Вот вы стали для нее каким-то вот мотиватором, стимулятором, как угодно называйте. Но именно она снова начала думать о семье, о любви. Снова вот вы выпадаете императором. Она вот именно, вот я склоняюсь, что она все-таки энергетически считала вас как сильного, надежного мужчину, за которым можно быть как за каменной стеной. Поэтому, вот знаете, у нее появился какой-то, ну, такой смысл жизни. Смысл в том смысле, что, уже тавтология, да? Смысл жизни, я имею в виду, в отношениях. Если раньше она все, не хочу никого, не хочу ничего, здесь она начала задумываться, а может быть попробовать, да? А может быть все-таки получится. То есть вот такие мысли у нее начали появляться. Очень ей хочется, да, вот хочется и стабильности, деньги у нее есть, все при ней, она активная, она деловая, но вот единственное, не хватает мужчины надежного, верного плеча. И вот после знакомства с вами она вот призадумалась, что она хотела бы иметь такого мужчину. Понимаете, как вы вот настолько вот, я не знаю, стрелой Амура влетели в ее сердце, как угодно. Вы настолько ее поразили, хоть казалось бы, да, вот, ну какую-то чепуху сделали. Даже если там сумку, к примеру, помогли помочь, но ее как-то вот зацепило. То ли ваша внешность, может быть, ваш голос, да, вот ваша энергетика. Вот настолько зацепила, что она начала вот возвращаться в жизни, ну, в плане личных отношений. Вот парадокс, казалось бы, да, самодостаточная женщина, хороша, да, внешне. Но вот не повезло с мужчиной, и она вот так закрылась, замкнулась. Ну, давайте будем смотреть, спасете вы ее от одиночества или нет. Вернее, вы будете друг друга скорее спасать. Кардинальные перемены в жизни могут с ней быть. Но опять же, здесь смотрите, ну вы два таких человечка, ну это уже просто, знаете, и смех, и грех называется. Во-первых, вы оба травмированы. Во-вторых, вы оба осторожничаете. Вы оба сомневаетесь, да? Ну, уже, знаете, такая анекдотическая ситуация, да, вот встретились два одиночества, и как начали сомневаться, да, и что же делать дальше? Кто кого пересомневает? Ну, то есть, смотрите, вы тоже заметите ее, потому что она в вашем поле зрения есть. Вы как-то вот с ней пересекаетесь. Я не буду акцентировать внимание на чем-то определенном, да, у кого-то по работе пересекаетесь, у кого-то, может быть, я не знаю, там в парикмахерской, в магазине, где угодно. Ну, то есть периодически вы с ней пересекаетесь. Вспоминайте, думайте, да.
у кого срезонирует, поэтому вы можете начать брать быка за рога. Вы можете проявить активность, вы можете, ну, к этой женщине, да, вы можете все-таки, ну, как мужчина, как сильный мужчина, да, вы можете, ну, первым заговорить, там, взяли телефончик и так далее. Вы ее заметите. Я думаю, вот вы вспомните все-таки, что это за женщина. У вас с ней могут быть серьезные отношения. Опять же, если вы оба того захотите, потому что вы друг другу понравитесь. Ну, вы ей уже нравитесь, а она как бы инкогнито пока для вас, да. Я не могу сказать, что она прям сразу бросится в ваши объятия, вот если вы даже начнете так более активничать. Несмотря на то, что она ваша поклонница, но все-таки она осторожничает. Она будет, ну, какой-то период казаться вам снежной королевой. Но, ребят, нужно выждать, просто выждать. Она может отдаляться, приближаться, несмотря на то, что она влюблена в вас. Пусть это вас абсолютно не пугает, не отталкивает, да, она просто, ну, она просто побаивается. Это внутренне, это точно так, как у вас. Просто я почему вас так толкаю на амбразуру, потому что вы все-таки мужчины, вы пробивные, вы более смелые, да. Ну, берите женщину в обороты, и все у вас будет хорошо. У вас любовь падает. Если вы решите все-таки зароманить, ну, не только зароманить, да, мы сейчас не про роман даже говорим, а про серьезные отношения, у вас выпадает туз кубков. Вы можете быть в отношениях, причем это будут обоюдные отношения, такие обоюдная любовь, когда эмоции, вот как эта вода, да, из кубка через край, когда все обоюдно, когда все в унисон, да, кого-то она, кстати, вам будет, ну, в дальнейшем напоминать вот из вашего прошлого, такой теплый привет из прошлого. Вот с кем-то она у вас будет ассоциироваться, может быть, даже из детства. Может быть, первая любовь, в чем-то она будет похожа на первую любовь. Может быть, еще там на кого-то. Может быть, на маму даже очень часто. Мужчины выбирают женщин, которые чем-то похожи на свою маму. Поэтому, ребятушки, дерзайте. Вот такая у вас тайная поклонница, ну, которую нужно немножко так простимулировать, потому что она, ну, она очень такая нерешительная. Она все-таки тоже, она психологически травмированная, но довольно неплохая как женщина. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!